Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Кошки, кошечки, котейки. Как же их много и какие они все разные. Вот и сегодня у нас в гостях любительница гор, но не наш снежный барс. Кстати, ролик об Ирбисе ищите в плейлисте «Хищники», а настоящий американский горный лев. Встречайте пуму, она же ягуар или горный лев, самый крупный хищник из семейства кошачьих нового света и самая прыгучая хищница американских континентов. Название этого хищника произошло от говора перуанских индейцев. Эта народность верила в легенду, гласящую, что пума – это заблудшее дитя, выбравшее неверный жизненный путь. Возможно, такие стереотипы у индейцев сложились из-за того, что ягуары часто охотились на их домашнюю скотинку. Самое интересное, что в отличие от многих крупных кошачьих, пумы очень редко нападают на человека, предпочитая его избегать. Умные кошечки правильно делают, что не связываются с голыми обезьянами. Еще одно имя пумы – это американский лев. Такое название дали ей переселенцы из Нового Света. Кстати, пума включена в число мировых достижений и внесена в Книгу рекордов Гиннесса как животное, у которого больше всех названий. Только англоязычные государства насчитывают более 40 наименований этой королевской кошки. В прошлом считалось, что есть более 25 видов этих животных, но в современном мире на основе генетических экспертиз выделяется всего 6 разновидностей, из которых 4 уже вымерли, а подвид черная пума до сих пор не нашел научного подтверждения своего существования и является, скорее всего, вымыслом. В большинстве случаев это ягуары с темно-коричневой шерстью, которую издалека можно принять за черную. И еще одно исследование ДНК показало, что самым близким родственником этих хищных кошек, внимание, является гепард. Пума не такая большая, как лев или тигр, и уступает в размерах ягуару, но относительно других кошачьих это довольно крупное животное. Она больше, чем леопард и тем более гепард. Ролики обо всех этих милых кисках вы сможете найти в плейлисте «Кошки». Обитает горный лев, как вы уже догадались, на территории Северной и Южной Америки. Пума находится на вершине пищевой цепи, поэтому реальную угрозу для нее могут представлять только такие же матерые хищники, как и она сама. На первом месте, конечно, ягуары, которые, пользуясь своим превосходством в массе и силе, устраняют пум как своих основных конкурентов. Также в числе врагов пумы находятся волки, которые нападают стаями, гризли и крокодилы. Но с последними пума встречается редко, ибо живет в горах. А вот барибалов пума периодически атакует сама. Кошка недолюбливает этих мишек за то, что они часто находят и съедают спрятанную ею еду. Про барибалов, великолепных американских медведей, тоже есть ролик. Ищите его в плейлисте «Животные Америки». Самцы пумы крупнее самок и могут вырасти до 180 сантиметров в длину, с учетом хвоста, и весить до 125 килограмм, хотя средний вес кошки обычно составляет около 80-90 килограмм. Цвет шерсти пумы может быть разным, от серебристо-серого до красно-коричневого, в зависимости от того, где живут животные. Но этот окрас почти всегда однотонный, в отличие от других кошек. Пума типичный кошачий социопат и ведет одиночный образ жизни. Они встречаются на абсолютно разной высоте, от равнин до гор высотой в 4700 метров над уровнем моря. Территория, контролируемая одной пумой, может составлять сотни квадратных метров. Горные львы прекрасно адаптированы к жизни и на пересеченной местности.
Например, благодаря мускулистым конечностям они способны совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2,5 метров и бежать со скоростью до 50 км в час, хотя и на короткие дистанции. Пума легко передвигается по горным склонам, отлично лазает по деревьям и скалам и при необходимости хорошо плавает. Вопреки расхожему мнению, пума – это довольно тихое животное. Громкие вопли, похожие на человеческие крики, она издает только в брачный период. Главное оружие пумы – это не острые когти и зубы, как может показаться на первый взгляд, а скрытность и бесшумность. Именно эти качества дают пуме возможность успешно охотиться. Охотится пума преимущественно по ночам. По большей части ареала ее рацион состоит в основном из копытных. Причем пумы не заботятся о размере добычи. Они потребляют все, от небольших грызунов до оленей. Также бывает, что они едят птиц или рыбу. Пума очень любит охотиться на гуанако. Эти животные весят около 100-120 килограмм, и мяса достаточно, чтобы не оставаться голодной в течение нескольких дней. Ну, конечно, если нет маленьких спиногрызов. Но нужно отметить, что охота на гуанако – непростая задача. Эти животные обладают обостренным обонянием, а также хорошим зрением и слухом. Им не составит труда обнаружить хищника задолго до его атаки. Поэтому пуме приходится проявлять немалую выдержку и осторожность, чтобы не спугнуть добычу, и в этом ей помогает хорошо развитое ночное зрение. Главный козырь пумы – это фактор неожиданности. Она кружит вокруг стада лам, чтобы оставаться с подветренной стороны, подбираясь как можно ближе, а потом нападает, совершая длинные до 5 метров в длину прыжки навстречу жертве. Когда пума поймает свою добычу, она может вздохнуть спокойно, но расслабляться еще рано. Всю тушу она не съест за один раз, а тащить ее в укромное место пума не всегда готова, поскольку это потребует дополнительных сил, а силы хищники привыкли экономить. В среде обитания пумы, конечно, нет наглых гиен и шакалов, как в Африке, однако тут водятся свои падальщики. Например, крупные птицы и лисы. Если дать им волю, то они не оставят от пойманной добычи и кусочка. Поэтому пума, на месте утолив свой голод, пытается замаскировать добычу листочками и веточками. От лисиц этот прием мало помогает, однако пернатые падальщики могут и не заметить убитую тушу с высоты птичьего полета. Хотят любви наши одноцветные американские киски всегда. Определенного сезона размножения у пум нет. Хотя в северных широтах он обычно растянут с декабря по март. Спаривание, как и у других кошек, сопровождается бурными драками и громкими криками мужчинок. Самец старается охмурить как можно больше самок, живущих в пределах его территории. Но на все про все у него каких-то 9 дней, ибо потом горные львицы принимают обет монашества и уходят в женский монастырь. Папаша же не против и участия в воспитании собственных отпрысков не принимает. Период беременности составляет обычно в 96 дней. В помете от 1 до 6 детенышей весом до 400 грамм и длиной около 30 сантиметров. Окрас у них коричневый с черными пятнами, который меняется к годовалому возрасту. Глаза у котят открываются спустя 8-10 дней. В это же время у них прорезаются первые зубы, и они начинают играть. Интересный факт: возраст пумы определяют по ее зубам. К 4 месяцам прорезаются все молочные зубы, которые вскоре выпадают, и к 6-8 месяцам начинают резаться постоянные. В 1,5-2 года вырастают все зубы. С возрастом они истачивают
увеличиваются и темнеют. В возрасте 6 недель пумята начинают питаться взрослой пищей, однако продолжают пить молоко. В это время матери приходится приносить добычи в 3 раза больше, чем обычно. До 15-26 месяцев детеныши остаются с мамой, а затем отправляются на поиски собственных охотничьих участков. Половой зрелости самки достигают в 2,5 года, а самцы в 3. В природе пума обычно живет 10-13 лет, а в зоопарках до всех 20. Несмотря на то, что охота на пум запрещена практически во всех государствах из-за нападок на скотоводческие фермы, истребление американских львов продолжается. Но хоть места их обитания и становятся непригодными из-за разрушения окружающей среды, благодаря легкому приспособлению к любым условиям жизни, большинство видов вполне многочисленны. А как вы думаете, может ли пума быть родственницей гепарда? Или великие умы сошли с ума? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!